Настал тот день, когда я иду делать брекет. Все. Прощай, дырка, прощай, нормальное питание, мое любимое. Я ночь не спала. Мне что-то все снились какие-то кошмары. Рисовые штучки в шоколаде. Они немецкие, но косят под японские. Ощущение, что я в Минске. Ну, в Беларуси. Ну, обычно такой спальный район, многоэтажки. Выглядит все это очень скромно, но самое главное, какой тут работает врач. Ну вот они, мои розовые. Но пока ничего не болит, поэтому я рада. Сегодня все орто было на скидке, представляете? Мы купили для Чупсика такую няню. Потому что он малыш. Ой, какая она малюточка! Как Чупсик. Ура! Ребята, настал тот день, когда я иду делать брекет. Все. Прощай, дырка. Что там еще? Прощай, нормальное питание, мое любимое. Потому что с брекетами нельзя грызть. Вот так вот все, что можно. Там яблоко грызть, там, не знаю, грушу. Вот так вот грызть нельзя. То есть ты можешь порезать на маленькие кусочки. Ну и вообще нельзя орехи, там всякое. Ну, короче, твердое. Все это нельзя делать. Плюс у меня сегодня будет тоже вкрученный имплант. Короче, я думаю, что недельку я буду, ну, будет все это болеть, все это дело. Я немножко, конечно, переживаю, но, наверное, все будет нормально. Я пересмотрела все вообще возможные ролики на ютубе, что там будет делать, как это будет выглядеть. Еще я спрашивала у наших врачей, больно ли это вкручивание импланта в десну и в кость, соответственно, вкручивается. Вот, ну, посмотрим. Самое пугающее меня, это, конечно, жить с брекетами. Как бы привыкнуть, как будет вот слизистая щек, губы, как вообще это все будет проходить. Мне это, ну, как бы понятно, что я это переживу, но вопрос, как с достоинством я ли это пройду или нет. У меня уже язык заплетается, но на самом деле я ночь не спала. Мне что-то все снились какие-то кошмары. И как маленький ребенок очень переживаю, ну потому что, ребята, это 2,5 года с этим ходить. А потом мне обязательно хочу зайти в Росман, купить все для, ну что нужно для чистки брекетов, тудема-сюдема. Вот, еще мне надо забрать чупинскую посылку. Такие дела. Короче, возьму вас с собой, расскажу, как что все было. Может быть, вообще у меня не будет неделю болеть. Ну, как бы зубы сами болят неделю. И все, кто у нас вот носит брекеты, там у нас в клинике, все говорят, что самое сложное, это вот будет грызть что-то. Не грызть, а вот, ну, кусать. Жевать даже вот. Кто-то говорит, что проходит через 3 дня, кто-то говорит через неделю, но максимум, говорит, неделю. Ну и потом где-то около месяца привыкание идет слизистой. Короче, она рассказала вам уже многое. Оставайтесь со мной. Я чуть-чуть переживаю, но все будет хорошо. До встречи, как говорится, уже, возможно, в брекетах. И еще она мне сказала, что, скорее всего, она мне поставит сегодня верхнюю часть, а уже потом нижнюю. Наверное, через месяц или через сколько там. Но, если честно, я хочу, чтобы она поставила все сразу, чтобы я за раз отмучилась и забыла об этом всем. Об этой боли, потому что мучиться второй раз болью, ну такое себе. Лучше сразу же отмучиться, да? Ну, посмотрим, как оно будет. Минутка дегустейшена. Недавно в нашем любимом магазине, горячо любимом, Action, там столько всяких разных прикольных сладостей привозят. Таких, которые там в Лидле не найдешь, и, ну, в обычных таких магазинах не найдешь. Короче, вот такие какие-то рисовые штучки в шоколаде. Они немецкие, но косят под японские. Ну давай, дегустейшн, пробуем. Мы еще там взяли Твикс. Твикс с соленой карамелью. Но мы уже... Вкусный. Не, он был нормальный, не могу не то, говорить. что невкусный, но... Типа, из 10 на 7 он нормальный. Это Саша. Выглядит это вот... А что это? Усики. Угу. Прикольно. Ну, давай, попробуй, вкусно это.
Ну, обычно воздушный рис Ну, это неплохо, вкусно. неплохо. Я помню раньше в детстве, я даже не знаю, продают сейчас или нет, мам такие воздушный рис в такой типа карамели какой-то покупала. Ой, так было вкусно. Среднячок. Дай мне укусить. Я посмотрю. Такие тоже беру, ребятки. Шоколад неплохо, но сами воздушные рисинки, они не твердые. Ну, знаете, не хрустящие. Они мокрые. А если бы вот этот воздушный рис, он был хрустящим, было бы чуть-чуть вкуснее. Ну, наверное, невозможно в шоколаде сделать такой. Ну, в принципе, неплохо. Ну, я второй раз не купила, наверное, так как существуют более вкусные сладости. Но ты что такое поставишь? Ну, мы обращали внимание и решили попробовать. Угу. Ну, Кстати, стоит недорого, что-то до 5 злотых. Может, там 4,50. Я не знаю, я, наверное, 4 поставлю. Ну, из 10. ну 5. Ну, 4. Ну, может, 5. Ну, 4 будет. Ну, такое никто не сам. Тебе вкуснее. Все, я приехала. Немножко раньше, ну, как обычно. Кстати, вот есть у меня такая черта. Все знают, кто со мной общается. Ты знаешь, я никогда не опаздываю. Даже на работе знают, что я супер пунктуальная. Хоть я иду пешком там 30 минут, обычно, может, даже 35, я почти никогда... Ну, редко я могу опоздать на минуту-две. Если там случайно выйду позже из дома. Либо я приду намного раньше. Такая у меня черта, не знаю, я не могу объяснить, почему я так делаю. Вот моя клиника, куда я пойду. Выглядит все это очень скромно, сама первый раз так думала. Но самое главное, какой тут работает врач. Врач тут работает очень крутой. Я в этом не сомневаюсь, я это знаю. Я читала и в интернете очень много отзывов. Но самое интересное, что я ее выбрала. Мы с Сашей, точнее, ее выбрали по отзывам в интернете. А потом мне посоветовали ее же. У меня на работе девочки тоже. Вот, девочка одна, она делала у нее брекеты, до сих пор там носит их. Короче, это она мне посоветовала, она сама доктор. Короче, вот такие дела. Поэтому вот я здесь стою, жду. Могу вам показать, как выглядит район. Очень похож такой на обычный спальный многоэтажный дом. Дома, районы. Господи, что я сказала. Ребята, простите меня, я просто очень волнуюсь. Вот одна высотка. Ощущение, что я в Минске. Ну, в Беларуси. Тоже, ну, обычно вот такой спальный район, многоэтажки. Очень много многоэтажек. Вот эти в этом здании, тут парадня Родинна. Тут, получается, куда я хожу к стоматологу, к ортодонту. И там еще в этом здании Жабка, ну, такое длинное здание. В общем, тоже уже время. О, гаражи, пожалуйста, там пятиэтажки. Все, пошла я. Все, я уже вышла. Более того, я уже приехала и здесь, в этом почкомате, забрала посылку. Дом покажу, что там. И сейчас покажу себя. Ну вот и все, ребят. Я вышла. Я не знаю. Даже не знаю, что сказать. Ну вот они. Мои розовые брекеты. Значит, мне кажется, что она меня немного неправильно поняла, потому что я говорила на втором визите, что я хочу такие эстетические брекеты верхние. Может, она меня неправильно поняла, или она это забыла. Но я помню, мы это обсудили. И все, она, наверное, забыла. Ну и поставила мне вот такие железные. Ну, пофиг, пусть... Но я смотрела вот эстетические, вот эти керамические. И она тоже меня предупредила, что они могут ломаться. Керамика не такая прочная, как железная. Поэтому думаю, ну и фиг с ними. И дешевле еще и стоит. Поэтому я, блин, не могу, улыбаюсь. И поставили мне только на верхнюю челюсть. Сказал, что все будет постепенно. Сначала на верхнюю, потом на нижний. Имплант мне не вкручивали. Тоже через месяц мне нужно будет прийти на осмотр, на посмотреть, как, что, куда. И только потом будут мне вкручивать этот имплант. Потом мне вот здесь
будут тоже зуб, который с той стороны растет тройка, будут вытягивать его вот на это место. Короче, работы еще дофига, не початый край, но уже хотя бы уже начало положено. Значит, я не могу. Выбрала я розовые резинки, там такая их куча, там выбирай какую хочешь, какие хочешь эти резинки. Я выбрала такие. Там можно менять. В принципе, мне было, честно говоря, без разницы. Что по поводу моего ощущения? Ну, я, конечно, чувствую уже какой-то такой натиск на зубах, но боли как таковой еще нету. Плюс, конечно, неприятно разговаривать, потому что двигается все по этим железячкам. Ну, тоже так неприятно. Но она мне дала, кстати, воск, который я собиралась купить. Такой воск специально ортодонтический. Ну и все. Так я счастлива, что у меня же хотя бы наверху стоит, что уже хотя бы начало положено. А, и еще очень сильно сохнут губы, вот прям видно, я не знаю почему. Сейчас иду, куплю себе гигиеническую помаду, щетку. Короче, дома все покажу, уже не буду снимать. Блин, ну, ребят, не знаю, порадуйтесь за меня. Ну, я рада, но пока ничего не болит, поэтому я рада. Как только начнет что-то болеть, я перестану быть радостной. Пришла домой, хочу показать вам покупки. Эту покупку уже давно, я не помню, показывали или нет. Такая вот мисочка для чупи. Мы покупали в Пепко. И надо еще одну такую же. Такую же, другую купить, но она прикольная. Второй такой не было, была только одна. Короче, я взяла себе сырок. Еще несколько в холодильник поставила. И вот такие йогурты взяла, такой тоже сырок, и там вот еще внизу. Короче, на несколько дней запаслась йогуртиками. Такие затычки купила для Саши. Саша едет на фестиваль транс-музыки, и вот ему нужно. Они продаются в Росмане, было в Росмане. И вообще, я считаю, мне очень повезло. Сегодня все Орто было на скидке, представляете? Правда, вот это тоже были на скидке, но в отделе для путешествий это стоило в 2 раза дешевле. И столько же количества. Вот эти вот такие щеточки, их обязательно нужно иметь для чистки брекетов. И купила вот такую гигиеническую помаду. Она, правда, у меня уже в сумке. Осталась только вот такая штука. Упаковочка. Вот такие покупки. А, еще же не показала. Такая специальная щетка от Гам фирмы. Это специально для брекетов. Вот тут нарисовано такое вот углубление. Вот это углубление очень хорошо чистит вот эти замки. Поэтому должна быть, ну, вот такая щетка. И называется Super Floss. Тоже такая необычная нитка для... Кто носит брекеты? Ну, какая специальная. Она с острым наконечником. Потом тут такой идет как ёршик. И дальше вот такая обычная нитка тоненькая. Ну, короче, такие специальные штуки. То это тоже на скидке было. Сейчас я вам покажу. Вот ставьте на паузер. Вот столько я отдала в сумме 53. Это еще хорошо, половина была на скидке. Ну, как бы не дешево. Ну и вот та самая посылка, которую я сегодня забирала. Мы купили для Чупсика такую няню. Видео-няню. Потому что он малыш. Потому что он малыш. Не только потому, что он малыш, потому что когда Саши не было, я ходила на работу. И была много часов, а он был один. И я не знала, что он делает. Ну, в принципе, я примерно представляю, что он делал. Хавкал и лежал в тапках. Ну. А так хотя бы... И мне написали в Инстаграм люди, которые тоже с похожей проблемой. Они писали, что очень классно иметь вот такую видео-няню для собак. Многие, кто тоже использует, мы подумали с Сашей, что это хорошая идея. Да. Ну вот сейчас прямо она как никогда актуальна. Да, Сашка? Угу. Поэтому, а он сейчас будет оставаться очень часто один дома. Ну да, все чаще. Да, поэтому мы решили купить. Стоит это добро 154 злотых. Ой, какая она малюточка, как чупси. Вау! Кстати, надо же, наверное, карту памяти еще купить. Блин, а и так она не будет работать?
Нет? Не факт. Там есть функция, А вот чтобы не ну, смотреть просто онлайн. ну да, я Обязательно. думаю, попробуем без... Ну да. Нам же не надо Есть записывать. какого-нибудь Надо старого посмотреть, не телефона. знаю. Может. Короче, она такая классная. Вообще так. Она, Не короче, знаю, крутится. Вообще миленькая, игрушечная какая-то. Она крутится, все, что не знаю, крутится на 360 градусов. Да. Еще вверх-вниз. на 100 Вверх-вниз градусов. на 100 градусов. Потом голос можно подавать. Дай. Зарядка. Между прочим, в отличие от айфона, даже к камере блок положили. У тебя такой голос, жесть, Саш. Саша немножко приболел. Крепление. Крепление. Всё. А, блин, нам надо... Нет, можно просто вылезть. Ну, наверное, на стол Это если поставим. куда-то подальше. Я думаю, мы нас, наверное, на стол, да, куда-то поставим. Будем искать место. Угу. Все, ладно, тебе нельзя много разговаривать, ребят. Потом покажем. Как это Пример работает? записи. А, вот микрофон я вижу. Ну, или как это? Динамик. А, вот здесь заряжать, здесь включать. Не, она выглядит очень миленько. А это не от Xiaomi? Ну, от Это не экосистемы. И приложение Mi Home будет А. связь работать. Ну, короче, Потом покажем. она еще такая миленькая, не могу, эта камера. Ну, где-нибудь. Как матрешка какая-то, нет? Да. Ну. Ну и все, ребятки.